Друзья, всем привет! В этот прекрасный субботний день мы выбрались всей семьей прогуляться в этот прекрасный день, не выезжая с нашего города. А как это можно сделать? Уже много видео я вам показывал, как мы гуляем по нашему городу, но я вам не показывал один прекрасный парк, который есть у нас в лесу. Поэтому мы сейчас пойдем гулять в этот парк, и вы посмотрите, как можно провести время в таком небольшом немецком городке в течение одного дня всей своей семьей. Ребят, ну что, вышли мы на остановке Роберт Бош. Посмотрите, здесь огромный завод Bosch, он на реконструкции был. Смотрю, сейчас его уже открыли. И вот такой вот прекрасной лесной дорожкой мы направляемся вниз. И уходим глубоко в лес. Гляньте, какие знаки здесь. Что кабаны. Представляете, живность какая у нас в лесу. Ну, оленей, лис мы постоянно видим, а вот кабанов еще ни разу не видели. Ну, я надеюсь, и не увидим, потому что кабаны-то агрессивные вроде бы. Лес уже, видите, все, в спячку ушел. Поэтому не будет вам красивой осени сегодня. Но я думаю, что немножко каких-то моментов мы еще застанем. Поглядите, вот эта вот парковка. Вот это вот предприятие Bosch находится в лесу. Так интересно, вокруг лес. И так вот вписали целое гигантское предприятие. Я так понимаю, это заводы. И вот такая парковка у них своя для персонала. Так, тут мы должны перейти. Девчата мои красавицы идут. И пес. Так, направо дорога пошла, это вокруг предприятия, а нам вниз. И мы заходим уже в такой прямо густой лес. Тут, кстати, внизу я вам сейчас покажу, такая инфраструктура классная будет. Здесь, кстати, знаки стоят, что лягушки. И специальная защита от лягушек, чтобы они на дорогу не выпрыгивали. Я вам сейчас покажу, чуть дальше будем идти. Новый асфальтик здесь и новые перила такие, чтобы не провалиться вниз. Все для людей сделано. И посмотрите на качество асфальта. Машина ездит. Посмотрите, вообще дорога просто. Вот впереди вот это зеленое ограждение, такие, видите? Это специально для лягушек сделано, чтобы лягушки не выпрыгивали в лесу. Тут, видать, очень повышенная влажность и много всяких таких прудов, откуда они эмигрируют с одной части леса в другую. И вот так вот от них защита сделана. Вот, друзья, видите, еще подробнее вам покажу. Смотрите, ограда. Мы когда первый раз здесь оказались, мы думали, что это такое? А тут знак стоит: осторожно, лягушки. Видите, какой лес классный. Люди тренируются, видите, в возрасте, на велосипеде едет. Молодец. Ну что, вот наконец-то мы спустились к нашему парку, вернее, к нашим лесным тропам. Видите, это уже конечная его часть. Здесь надо делать круг. Вот там заходишь, делаешь круг и сюда выходишь. Или же можно выйти к нам в городок наверх. Но я вам дальше покажу. Но самое интересное здесь, смотрите, здесь есть пивнуха. И теннисные корты. Поэтому... Какие теннисные корты? Да, логично. В Германии какие теннисные корты без пивнухи? Всегда, когда какие-то спортивные здесь комплексы или что-то, всегда рядом находится биргартен или что-то в этом роде. Вот здесь вот у него есть задний дворик этого биргартена в лесу. И можно посидеть прямо на природе, отдохнуть. Очень классно. Мы в прошлом году посещали его. А вот здесь вот эта парковка, это вход. Называется эта тропа Вальтер Лебнисфат. Это лесная приключенческая тропа. И мы будем сейчас по ней выдвигаться. Видите, здесь много деток привозят родители, берут своих животных. И здесь, кстати, очень много всякой прикольной штуки в этом парке. Но я вам сейчас покажу. Вот как это выглядит, как эта тропа выглядит. Видите, вот мы тут стартуем, мы будем идти по кругу. Но мы будем уходить здесь правее на смотровую площадку. Я хочу там вам показать красивые виды. А здесь мы будем уже в сторону нашего городка, потому что здесь проход в наш город. Вот как называется. Вальтер Лебнисфат. Кстати, сегодня суббота, и посмотрите, в парке сколько людей находится. Видите? Все с детками бегают.
По-моему, для мужчин интересно. Ну да, там и папа все лазят. Вообще пора. Да, здесь очень много по выходным приходят семей с детками, гуляют. А мы двигаемся дальше, сейчас дойдем до определенного пляца, я вам покажу, что там есть интересно. Вот дошли мы до такой развилочки, смотрите, как тут прикольно сделано. Здесь барбекю-зона и футбольное поле. Сюда можно приезжать со своими мангалами, грилями, жарить шашлык. Здесь находятся качели, тарзанки и всякие такие интересные вещи для детей. Видите, площадка. А мы поворачиваем налево, будем идти сейчас в сторону фермы. Так, ну что, нашли мы нашу точку Б, практически мы до нее уже дошли. Вот мы выходим с парка и попадаем здесь в большие конюшни, это лошадиные фермы. Кстати, это все сделано для лошадок, сейчас мы вам покажем. Ой, какой аромат, здесь все в какашках лошадиных. Прекрасно, да? Так чувствую себя прям как в деревне где-то. Друзья, кстати, немцы очень любят лошадей, потому что здесь очень много по автобану, когда едешь, прицепов прямо с лошадьми у машин. Я не знаю, они увлекаются этими всеми делами, конями, лошадками. И вот мы пришли на такую ферму. Посмотрите, она довольно большая. Здесь, кстати, свой пруд есть. Посмотрите, как классно сделано. Такой красивый. Мы в прошлый раз здесь были, столько лошадок было. Но сейчас смотрю, они где-то в загонах, наверное, стоят. Тут даже памятник есть, видите, лошади. Вот такой вот. Да, это конюшня. Красиво сделано, да? А вон ведут коня, посмотрите какого. Ух, какой красивый. А вон они там гуляют сзади, наверное. Да. Отсюда уже видно, какие классные пейзажи открываются, да? Посмотри. Это уже начинается Шварцвальд отсюда, который уходит в сторону Баден-Бадена. И, грубо говоря, он начинается с нашего городка. Друзья, вот подходим к смотровой. Мы, конечно, мечтали попасть сюда золотой осенью, но мы упустили этот момент, когда вот это дерево, оно прям такое золотое-золотое. Посмотрите, какая красота сюда открывается. Вау! Hello! Смотри, как красиво. To have bad friends, people who are not there for you, people who don't care for you, people who hurt you, because you have to see how much better it is with the people who do. Sometimes you can't help but wonder if it's you, if you're just crazy, and maybe you are, but it's not because of them. You were always this way, and I love that about you. You have to find people. Ну что, мы немножко полетали, вот уже какая у нас вот компания собралась. Пришли практически одни были, да? Сейчас уже людей очень много. Все после прогулок. Да, все тоже хотят посмотреть красивые виды, да? Мы покажем. Так, ну что, мы нашей дружной компанией что делаем? Выдвигаемся дальше, да? Да.
идем первый раз этим маршрутом. Мы пришли вот оттуда, а сейчас будем идти совершенно другой дорогой. Ну, надеюсь, мы выйдем, куда нам нужно. Ребят, смотрите, идем, и дом тут попался. Нормально люди живут вообще. Поля, леса вокруг, смотрите. Такой домик стоит. Но вид с него зато сумасшедший. Лошадей выгуливает по лесу. Девочка ведет такого коня классного. Видите, тропы свои у них тут есть, видать. Обалдеть можно. Hello. Посмотри, вот это ж пошли по такой тропе вниз, да? Так, проблема. Мы заблудились. Мы заблудились. Мам, куда нам идти, налево или направо? Конечно же направо, в сторону. Ребят, ходим тут по лесу, не можем дорогу обратно найти. Навигатор нифига тут не показывает. Но, наверное, правильный у нас все-таки путь. Ребят, сейчас ситуация была, вот вам видно, вот тут вот перекрыто пластиковым таким заборчиком дорогой, написано: ведутся строительные работы. Мы подходим, а там немка на велосипеде стоит и говорит: вы не знаете, есть проход здесь? Мы говорим: но для машин проезд закрыт, но ведутся строительные работы. Но, говорю, с вашим велосипедом почему нет? Тем более для пешеходов свободно, для велосипедов тоже не проблема. Она говорит: о, не-не-не, тут если написано, я лучше объеду. Вот вы понимаете, да? В чем прикол? Вот стоит знак «нельзя». Вот она взяла и поехала другой дорогой. Потому что, ну, нельзя, знак стоит. Поэтому у этих людей порядок в стране. Да, самое главное, я забыл показать. Вот дорога, посмотрите. Тут ведутся строительные работы, видимо, где-то. И она уже здесь не поехала. Смотрите, до какого места мы дошли. Тут деревья валят. Видите? То есть, кто говорил, что в Германии нет вырубки лесов, все с Украины там или откуда-то лес. Ну, тут тоже очень много в наших лесах валят деревьев, особенно вот таких вот больших. Но они сразу садят новые. Поэтому на перспективу. Ребята, вот мы где вышли, смотрите. Это уже... Да, это кольцо. Слушайте, это кольцо над нашим городом. Мы здесь обычно выходим на автобусе, идем гулять по маршруту. Вот, запомните вот этот вход, Юль. Вот это идет на смотровую площадку. Ну что, нормально мы натопали. Смотрите, уже почти 6 километров. Так нам еще до дома идти сколько? Из леса вышли, смотрите, на какое движение сразу попали. Давайте аккуратненько переходим здесь. Надо на ту сторону. Там тротуарчик есть, по нему пойдем. Вот здесь мы всегда выходим на автобусе, идем гулять на другую смотровую площадку. Ребят, смотрите, стройка, видите, это частные дома строятся здесь. Вот мы в таком вот районе сейчас, сверху нашего городка. Здесь очень богатый, дорогой район. Цены на недвижимость здесь просто, ну, это космические, это мало того. Сказать, очень большие цены на недвижимость. Здесь дома стоят по 1,5 миллиона. Старые дома без ремонта. Вот такие, как прямо вы видите, это вообще космос. И очень много стало строиться новых домиков для продажи. Видите, какая тут атмосфера. Это верхняя часть нашего города. Здесь везде с этих домов открывается вид на город. Но от нас не сильно видно, вот немножечко можно увидеть. А с домов прекрасно. Видите, какие машины здесь стоят и дома вот такие. Нам очень этот район нравится, но чтобы здесь жить, конечно, я не знаю. Работать надо кем. Фу, так, друзья, ну что, мы идем на понижение наконец-то. Это уже пошел спуск в наш городок. Здесь вот такой вот, опять вам пару кадров спокойного немецкого райончика. Посмотрите, какие дома есть разные. Такие есть старенькие, а есть вот такие вот более современные. Сейчас я вам покажу. Вот территория, смотрите, какая неиспользуемая. Вот есть модные такие впереди дома. Вон там автодом дальше стоит. Посмотрите, видите? Вот так вот люди живут в Германии. Вот мы немножко ниже спустились, смотрите, у людей, видите, как
Это очень дорогие дома. Ну, тут видно и машины у людей, видите, какие автодома. Вот этот дом мне нравится, он внизу самый крайний такой. Ниже него уже сады начинаются. Сейчас посмотрите, как у людей там классно. Мы по этой тропинке часто вниз спускаемся к нам. Как видите. Ну так вот живут немцы, которые денежку имеют. Что здесь дом, конечно, построить, это неимоверные деньги. Раз, два, три, 4 этажика. Хотя дом такой небольшой. Друзья, у нас уже вечереет. Вот мы спустились к дачкам, к огородикам. И посмотрите, какой классный вид здесь открывается на наш город. Сейчас я немножко подниму штатив. И такой спуск. Что тут у людей, Юля, расскажи. Что ли? Дачи. Фазенды. Сады, кооперативы, где люди арендуют. Кстати, не очень за высокую стоимость. Там буквально нужно какой-то взнос делать ежегодно или там. Ну какое главное условие? Ухаживать. Главное условие ухаживать за этим всем, косить траву и использовать это По назначению. по назначению. Ночевать нельзя. Ну, не, ну, наверное, кто-то ночует, Нет. но они ставят автодома свои, кемпинги. Ну, это ж все равно не считается, что жизнь там. Ну да. Это не то бессмысленно. Мы отсюда уже видим наш городок. И вот где-то вот там наш дом. Вот я хотел вам показать, как ухаживают за дачками. Смотрите. Вы видите? Женщина взрослая ходит с триммером, херачит. Он же с двигателем, с бензином. Весит немало, но посмотрите, как она ухаживает. Вот такие вот немцы-хозяйственники. Друзья, вот свободный участок. Так что, если кому надо, звоните мне. Телефон я оставлю в описании под видео. Да. Снимем, будем шашлыки жарить вместе с вами здесь. Ребят, кто-то спрашивал, а как тут ухаживают у вас за травой в Германии, за всем? Вон, смотрите, не знаю, будет вам видно отсюда, вон огромный трактор. Впереди у него установлена специальная газонокосильная такая штука. Вот он ездит, косит траву. Здесь в Германии такой порядок, обалдеете просто. Тут за всем просто очень ухаживают. Поэтому здесь... Так это норма, это не то, что там это делается. Люди считают, что это норма здесь. А это у нас еще один парк. Прямо в центре города, возле школы. Наш Централ парк. Мы здесь тоже часто гуляем. Здесь классно. Но летом здесь особенно, когда зелено. Прекрасно. Тут вокруг это, видите, жилые районы. Жилые домики. А прямо вот школа. Вот детки выбегают сюда. Тут и футбольное поле. Он, кстати, детвора играет. Здесь вот горки разные. И мы уже направляемся в сторону нашего дома. Уже совсем немножко осталось. Вот 7:43 километра мы прошли. Ну да, будем до дома доходить 8 километров ногами. Это мы сегодня так довольно нормально погуляли. Вот этот круг у нас был сегодняшний через парк. И домой 8 километров. Видите, какие дома? Красота просто. Друзья, наблюдайте, это новая школа. Реальшуле, это средняя школа, это спортзалы, а там дальше гимназия и начальная школа. Представляете, вот так комплекс школ вместе. Все 3 школы, начальная, средняя и гимназия. И деткам тут, конечно, удовольствие, куча спортзалов. А это прям только построили. Такая красивая, конечно, внутри. Друзья, вот гимназия, смотрите. Это вот Реальшуле. Там закончилось здание, начинается гимназия. Видите, эти все школы вместе. Вот такой вот райончик спокойный. Кстати, по ценам по аренде. Вот трехкомнатная квартира в таком райончике. Минимум с коммуналкой будет стоить 1300 в месяц. Минимум. А то и больше. Это будет небольшая квартирка, квадратов на 50. Ну, с таким более-менее в жилом состоянии. Если это будет квартирка с классным ремонтом, там уже цена взлетает вверх. Поэтому такие вот цены на аренду в нашем городке. Если уедете в район, где больше живет иммигрантов, там будет подешевле. Там можно будет снять за 1000.
Ну, если хотите жить качественно, нужно платить. Все, друзья, пришли мы наконец-то домой. Все говорят, ну тебя в баню с твоими прогулками. Они все всегда ноют, но потом всем, когда сидят дома, все говорят, была классная прогулка. Ну классная же была прогулка. Так что мы пришли домой. Вот такой вот маленький вам ролик, как можно погулять один денек в нашем городке. Ребят, тоже 8, вот смотрите, чтобы я не соврал, 7,97 километров. Ну сейчас дойдем, ровно 8 километров будет. Так что, пожалуйста, подпишитесь на нас. У нас очень много просмотров и подписки вообще никакой от людей нет. У нас канал, я уже столько видео повыставлял, у нас там что-то 270 подписчиков, ну это вообще смешно. Так что подписывайтесь на нас, я вам буду снимать что-то еще интересное про Германию. Пока-пока.